Здравствуйте, дорогие подписчики! Все вы уже слышали, что буквально 2 дня назад, перед Новым годом, в Марса-Алам снова случилось нападение акул. И сегодня я решила поговорить с вами на эту тему, потому что если я не поговорю, то в ближайшие полгода вы будете писать мне: Виктория, а как там акула? Как будто бы акула моя соседка, с которой я каждое утро пью кофе. Вот на этот пляж я хожу уже много лет, и никаких неприятных ситуаций не было. Потому что мы плаваем на выделенной территории, и если кто-то заплывает за буйки, то охрана сразу же свистит и возвращает отдыхающего назад. Зимой, конечно, плавающих немного, а вот летом пляж выглядит вот так. Вот территория отеля Merlin Inn. Здесь тоже для туристов определена территория, на которой они могут плавать. Итак, давайте вернемся назад, сопоставим причинно-следственные связи, почему же в Хургаде на протяжении последних нескольких лет были нападения акул. Итак, июль 2022 год. В Хургаде от нападения акул погибли 2 женщины. Первую 68-летнюю туристку из Австрии акула искусала прямо на глазах у сотни очевидцев. По рассказам очевидцев, они занимались группой снорклингом. И эта женщина, она считала себя уже профессионалом и отдалилась от группы очень далеко. Это и была ее основная ошибка, потому что акулы не нападают на группы, они нападают на отдельных особей. Поэтому, друзья, если вы занимаетесь снорклингом, дайвингом, соблюдайте правила, о которых вам говорит гид, потому что эти правила озвучивают на каждом шагу. Я знаю, я плавала и занималась и дайвингом, и снорклингом. Они много раз говорят: держитесь группы, не отдаляйтесь. Поэтому вот она, причинно-следственная связь. Здесь было нарушение, поэтому вот такой итог. Присутствие акул на мелководье связано с сезоном спаривания. Он длится с середины апреля до конца июля. Также причиной нападения, вероятно, были остатки пищи в воде, которые стали приманкой для хищника. Дело в том, что очень часто туристы, когда занимаются снорклингом и дайвингом, берут с собой еду из отелей или же из яхт. Я лично видела это очень много раз. Этот запах и привлекает хищников, поэтому, дорогие подписчики, туристы, не нарушайте эти правила. Следующая трагедия произошла 8 июня в Хургаде на пляже Dream Beach. Нападение тигровой акулы на гражданина России. Хищник атаковал тогда мужчину примерно в 30 метрах от берега пляжа. На глазах отдыхающих. Это была жуткая, кстати, история, и средства массовой информации крутили множество раз это кровавое зрелище. Я очень помню хорошо этот день, потому что 9 июня у меня день рождения, и я еще анализировала: если сегодня такой темный день, то что же я буду делать завтра? Я хотела поехать в отель или же на какой-то пляж приличный и вот так отметить свой день рождения. Тот день был очень мрачный, небо было покрыто тучами. И, конечно же, хищники начинают охоту, когда солнце садится. Вот акула и восприняла вот этот темный день, что солнца нет, солнце село, поэтому вот таким образом случилось это. Кроме того, акула была беременная, поэтому вот эта агрессия ее дикая и объяснима. Я вам скажу, когда акула нападает на человека, то она просто ошибочно путает его со своей добычей, рыбой или же тюленем. И самая свежая история с нападением – это 29 декабря 2024 года. Вблизи Марса-Алам в результате нападения погиб турист из Италии Джанлука Ди Джой. Было нарушение безопасности, плавали на неразрешенной территории. Минприроды Египта сообщил, что нападение акулы произошло в открытом море за пределами разрешенной для плавания зоны. Давайте же с вами поговорим, как избежать нападения акулы.
Держитесь подальше от рыбацких лодок. Рядом с ними всегда будут остатки рыб и кровь, поэтому акулы могут приплыть поохотиться поблизости. Если у вас есть кровотечение, не заходите в воду. Конечно, это касается опасных мест, но если где-то есть раны или даже просто в этот момент у вас менструация, то запах крови привлечет внимание акул. Они чуют его даже на расстоянии в 1,5 километра. Та же самая история, если вы порезались в воде, выходите на берег. В этом случае дело не только в акулах, но и в том, что вам может просто потребоваться помощь. Следующее. Избегайте косяков рыб и тюленей. Даже если у акулы не было планов найти себе человеческую жертву, не стоит плавать рядом с ее охотничьими угодьями. Избегайте мест, где в воду попадают отходы рыбного и мясного производства. Это практически готовая наживка, которая очень сильно привлекает акул. Не заходите в воду в сумерках и ночью. В это время на пляжах становится меньше людей, и акулы приплывают в поисках рыбы. Избегайте мутных вод, входов в гавани, каналов и крутых обрывов. Эти районы часто посещают хищники ради охоты. Не носите очень броский купальник. Такие цвета, как желтый и оранжевый, могут привлечь акулу, как и украшения, которые могут поблескивать и напоминать чешую. По поводу поведения. Ведите себя спокойно, меньше брызгайтесь и привлекайте внимание. Найдите себе компанию, плавать и заниматься серфингом или нырять лучше вместе с другими. А акулы чаще всего нападают на одиночек. Кроме того, напарник может оказать вам помощь. Не уплывайте слишком далеко от берега. Это отдаляет вас от помощи и делает легкой добычей. Если вы заметили акулу, то быстро и спокойно покиньте воду. Не провоцируйте, не преследуйте и не заманивайте акулу, даже маленькую. Если к вам приближается акула, не привлекайте внимания. Пока она не атакует вас, не нужно делать резких движений. Возможно, она потеряет интерес. Если с вами улов, отпустите его и спокойно отплывайте подальше. Дорогие туристы, вы должны понимать, что море – это среда обитания рыб и хищников. Это их среда. И акулы также играют решающую роль в процессе круговорота питательных веществ в морских экосистемах. Акулы играют большую роль в перераспределении питательных веществ в воде, когда они потребляют пищу. Процесс, называемый биологической откачкой, имеет решающее значение для поддержания продуктивности и благополучия морских экосистем. Поэтому, когда вы занимаетесь снорклингом, дайвингом или же заплываете слишком далеко, вы должны учитывать, где вы находитесь, и с уважением относиться к обитателям морских пучин. Лично я за 6 лет проживания в Египте акулу так и не встретила, хотя плаваю очень часто. Ну что ж, на сегодня все. Буду с вами прощаться. Уважайте природу, берегите себя и да будет вам счастье. Пока-пока.